Добрый день, с вами rcsubmarina.ru. Сегодня будем производить тестирование нового балластного контроллера, специально разработанного для балластных систем. Вот. И начнем с оборудования, которое мы сегодня будем использовать. Значит, во-первых, это вот сама балластная цистерна типа PT-54300 емкостью 300 мл. Значит, регулятор хода коллекторного двигателя, батарея, вернее две батареи, одна для питания регулятора хода, одна для питания балластной цистерны. Значит, вот. Значит, вот здесь вот датчик глубины и датчик наличия воды. Вот, два датчика. Значит, емкость с водой для проверки функциональной защиты балластной цистерны. Вот. И передатчик радиоуправления, значит, вот ACE RC 40 МГц аппаратура. Такая довольно-таки неплохая аппаратура, значит, с двойным преобразованием частоты. Вот здесь вы видите традиционный наш модуль релейный. Я специально положил для сравнивания с новым контроллером. Вот то, что мы традиционно используем в наших балластных системах. А вот этот новый уже балластный контроллер, полностью электронный, на выходных каскадах, на интервальных схемах собранный. Вот. Ну и по размерам это тестовая плата, она приблизительно одинаковая. Вот, будет в дальнейшем будет еще малогабаритная эта плата. Вот. Ну и давайте поближе посмотрим на сам контроллер. Вот он, значит, вот он изготовлен в виде такой платы. Значит, здесь вот есть две фишки подключения датчиков. Вот одна фишка и вторая. Вот. Они можно использовать без датчиков, можно с датчиками. Датчик наличия воды, вот он такой электрод, и датчик глубины. Вот он. Сегодня будем испытывать все по полной программе. Значит, этот новый контроллер, значит, полностью разработан нашим коллективом. Значит, он является объединением 5 различных систем в одной. То есть там защита предусмотрена. Значит, это отсутствие управляющего сигнала fail-safe, разряд бортового аккумулятора, высокое напряжение выше 13 вольт, превышение глубины погружения модели и наличие воды в блоке электроники. Это все интегрировано в этом одном модуле. Давайте сейчас мы его включим. Сейчас включим передатчик. Вот передатчик, значит, заработал. Включаем бортовое питание.
Вот, значит, контроллер заработал. Ну и включаем 4-й канал традиционный на передатчике. Это управление балластной системой. Значит, вот, электроника начала отрабатывать на набор воды. Это и обратно осушение. Вот, значит, сейчас мы будем симулировать защиту. Значит, но сперва хочу немножко пару слов сказать о работе двигателя. Значит, как и релейный каскад в предыдущем модуле, значит, этот модуль, новый модуль, использует 100% импульсный сигнал, то есть подается на мотор 100% мощности батареи и в одну сторону, и в другую сторону, что на наполнение балластной системы, что и на осушение балластной системы. Вот, то есть, когда наполнение балластной системы, горит зеленый индикатор, на осушение балластной системы горит желтый индикатор. Красный индикатор соответствует аварийной ситуации на модели. Вот сейчас мы симулируем потерю сигнала. Значит, выключим передатчик. Вот, обратите внимание, загорелся красный свет и поршень. Все, значит, балластная система сработала и осушила цистерну, и модель начала всплывать на поверхность. Значит, эта ситуация продолжается до тех пор, пока не восстановится сигнал. Сейчас мы его восстановим. Все, система, индикаторы погасли, мы можем дальше использовать систему. Вот наполнение идет и осушение. Вот это первая степень защиты. Вторая степень защиты — это низкий заряд батареи. Но мы его сейчас не будем, потому что здесь у нас не будем мы его, значит, рассматривать, потому что здесь две батареи у нас используются. Вот, значит, сейчас мы посмотрим, как он будет себя вести, когда, допустим, попала в модель вода. Вот здесь у меня емкость с водой приготовлена. Вот, значит, датчик. Значит, попала какая-то там вода. Сейчас мы наполним, во-первых, балластную. Сделаем симуляцию полной цистерны. Ну, так вот достаточно. Значит, и сейчас как будто утечка воды произошла. Мы опустим датчик в воду, и что произойдет? Вот, значит, включилась красная индикация, сигнализация, и балластная отрабатывает на осушение. Электроника отрабатывает на осушение балластной системы. Все, она отработала. Значит, даже если обсохнет этот электрод, все равно горит красный свет. Значит, электроника отрабатывает в течение 1 минуты осушение балластной, вот, но все равно продолжает потом гореть.
все равно индикация продолжает гореть. Сейчас, значит, минута пройдет, и, значит, он, этот желтенький индикатор, вот он потух, а красный индикатор начал мигать. Значит, мигает 5 раз. Это сигнализирует о наличии воды в системе. Вот здесь записано 5-я позиция, это наличие воды в блоке электроники. Каждая позиция соответствует своей аварии. Вот. И с этого положения мы уже не можем управлять балластной. Вот она не реагирует. Вот она не реагирует. Значит, единственным этим надо поднять модель с воды и сделать переключение главного выключателя. Вот выключили, потом включили. Ага. Значит, вот я забыл его выпилить. Здесь, видимо, водичка осталась, и он все равно сигнализирует. Вот. Вода была на датчике. Вот сейчас, значит, при отсутствии воды мы можем... Вот он начал работать. Вот, значит, следующим тестом сейчас будем проверять датчик глубины. Ну, датчик глубины, там, что это такое? Это он, значит, он реагирует на глубину ниже 2 метров. Мы настраиваем на 2 метра, может сработать немножко глубже, может сработать немножко мельче. Вот, значит, там датчик с диафрагмой, и она посредством пружины регулируется вот этим винтом. Вот, значит, мы сейчас симулируем просто ту ситуацию, как будто когда модель достигает 2 метров глубины, диафрагма отжимается, замыкает контакт. Просто мы замкнем сейчас цепь, симулируем это состояние. Сейчас немножко наберем воды. Вот. Сейчас мы вот замыкаем контакт. Вот, сработала защита, и опять пошел, балластная отрабатывает на осушение. Все, значит, поднялась модель до перископной глубины или на поверхность, сигнализация аннулируется. То есть мы можем работать дальше. Вот. Ну, в общем, значит, еще защита по разряду батареи. Ну, здесь это в следующий раз мы это сделаем уже на борту этого балластного, ну, не балластного, а водонепроницаемого цилиндра. Внутри поставим эту цистерну и уже сымитируем низкий разряд батареи борта. Ну вот такая вот этот блок электронный. В общем, очень компактно это все сделано. Значит, это балластная цистерна не загружена всякими там проводами. Здесь просто значит, я сейчас ее ближе вам покажу.
Значит, вот блок микровыключателей, мотор-редуктор и вот сам этот модуль. Вот, значит, минимальное количество проводов. Вот это на фишках все удаляется. Если надо вам, допустим, это все удалить, вы хотите использовать без этих, удаляется вот сервокабель для подключения приемника, а это питание силовой части его. И все, и он вот на таком кронштейне крепится к корпусу балластной, значит, закреплен. Все культурно, аккуратно. Ну, это тестовая плата, она немножко большая по размеру. Будет основная плата, вот когда уже изготовим основную плату, она будет гораздо меньше. Вот. Ну, в общем, вот такая вот у нас система. Ну вот, все. Значит, следующее тестирование ВПЦ внутри, значит, эту систему будем тестировать, и уже непосредственно на модели какой-нибудь поставим и уже, естественно, снимем потом видео. Все, до новых встреч, удачи всем.